Доброе утро, друзья, товарищи. Последнее видео было 25 число. Значит, 25 числа я была на даче. После этого я еще приезжала в воскресенье. Но, увы, я не снимала ничего, поэтому сейчас все вам покажу. Чем я занималась? Я очень спешила. Это было воскресенье. И я до 3 часов закончила работу здесь. 28 числа я убрала здесь. Парничок такой стоял. Осталась у меня здесь клубничка только. А был здесь у меня здесь перец. Кроме этого, я разобрала большую теплицу. Как видите, вот она. Была и нет. Все закрыла, верх сняла и приготовила к зиме. Почти. Ну, не почти, конечно. Здесь еще очень много работаем, чтобы приготовить к зиме. К зиме. Вот что мы имеем дальше. А мы имеем дальше вот такой полнейший разгром. Ох, пар какой ударил. Здесь я все перебрала, все закрыла, кроме вот этого кусочка, где растет лук. Как всегда, ерундой занимаюсь, потом кусками оставляю. Вот крышу. Крыша лежит в теплице большой. И маленького парничка. Все, короче, сложила сюда и успокоилась. Прикрыла, чтобы трава не росла. Вот такие вот маленькие делишки. Тут у меня живет кто-то. То ли змея, то ли это уж. Ну, не знаю. Я вроде бы как выдворила отсюда. Ну, навряд ли. Будем искать. Перцы мои, видите, какие? Они еще растут. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Ой! Так, змеиное логово не нашли. Ну, всякой ерунды можно найти. Какую-то заразу нашла, поэтому сейчас посмотрим, что это. Слизень какой-то, да? Да, живое. Тут у меня срезать надо все. Ну, розы, конечно, не надо срезать. Розы так и стоят. Вон уже отцветают. Красавица. Еще тут будет цвести, представляете? Пусть цветут. Там георгинчик цветет. Но его не выкапывают. Он семенной. Пусть цветет. Вот те пора бы выкопать. Но они тоже цветут, видите? Где-то подмерзли, где-то как. Вот. Так что 28 числа я устроила здесь порядок. Консервацию. Законсервировала. Не нашла я змеюку. Она, конечно, где-то сидит. Спряталась. Не знаю, что за змея. Она желтого цвета.
просто желтого цвета. Но не уж это точно. Ну что, у нас тут спеет. Ягода спеет. Айва. Буду ли я что-то готовить, не знаю. Потому что ничего не успеваю делать. Ничего. Значит, что? Сегодня я уже тоже поработала. Очень даже хорошо поработала. Ой, какие красавицы, да? Прелесть. И здесь красотулечки. Ой. Короче, что-то где-то еще цветет. Пусть цветет. Здесь, конечно, надо было бы все так почистить, но не знаю, хватит ли мне рук сегодня. Выдергивать цветущий тоже не хочется. Здесь тоже все еще стоит так. Вот, георгин надо выкопать, а туда посадить полынь. Сверху все снято. Видите, на заборе у меня уже ничего не висит. Я все сняла только что. Затем я только что все обрезала. Все, вот как видите, кусты. Все кусты обрезаны. Осталось вот этот еще. И все. Ну и георгин там еще один. Выкопать, короче. Георгина 3 куста, что ли, да? Да. Ну, а эти пусть остаются пока. Что-то цветет, что-то отцветает. Вот. Красотульки развалились. Вот. А здесь еще отцветают. Ну, а кусты все обрезала. Видите, уже пусто все. Все обрезано, все кусты. Гладиолусы стоят еще не выкопанные, еще только отцвели. Осталось мне вот тот куст огромный, самый противный. Это ежевика. Вот эту всю ежевику, не всю, вырезать прошлогодние, ну, этого года, которые плодоносили. И здесь будет просто все просвечиваться. Останутся эти кусты красные пока. А вот сколько я уже сегодня наработала. Как видите. Вот. Гора. Там у забора все снято уже. Все цветочки. Только за забором не сняты. Здесь тоже уже осень. И морозом уже прихватило. И он еще старается цвести. Видите? Какой цвести? Надо раньше цвести. Очень поздно начинает расти. Просыпается. А потом не знает, куда и как расти. Я вот смотрю, вот эту бы сливу срезать было бы неплохо. Она уже страшная какая. Ужас. Да, так у меня страхование стоит только из-за того, что пыль с дороги, чтобы не шла. Хотя пыли здесь и нету, и машин нету. А вот это совсем не нужна. Она вообще не плодоносит. Так, для красоты вся мхом заросла. Надо было ее спилить. Надо было бы. Если бы, да кабы, да выросли грибы. Смотрите-ка, красота. Мы еще цветем и пахнем. Жалко обрезать. Жалко. Хотя надо было бы уже обрезать. Надо было бы обрезать. Ну, не знаю, что мне делать с этим деревом. Обрезать или оставить еще. Так, у меня же столбы вот эти надо красить. Они-то покрашены у меня морилкой, а мне надо краской красить их.
Вот такие вот пироги. Пойду попробую порезать все-таки ежевику. Не хочется. Колючая, но пойду. Поработали. Уработалась. Даже этот кустик я обстригла. Посмотрите, как красивый. Получился кругленький. Хорошенький. Пусть стоит. Вот нарезала, малину всю срезала. Не всю, конечно. Убралась под малиной. Оставила, ну, как всегда. Сколько тут? 1, 2, 3, 4, 5. В каждой по 3-4. Да. 4-5 веток. Так что это много еще. Осталось, но уже просвет есть. Весной будет красиво, а осенью опять полностью зарастет. Вот. Обрезала высоту даже. Потому что очень высокий, все равно поломает снег. Так что здесь я убралась. Здесь уже порядок. Так, мои хорошие. Надо было бы дальше где-то что-то, но не знаю, что дальше. Мне так все время хочется покрасить там, что нет сил. Не знаю. Да и полоть как-то надо. Все позарастало. Не знаю, что делать и что буду делать. Моросил уже маленький дождик. Все может быть. Завтра обещают дождь. Сегодня не знаю. Вот пусто стало. Все вырезала. Стало пусто. Зато тут вторая куча. Обалденная. Ну вот. И третий заход. Да уж. Конца и края не видать. Сюда руки не дошли, но зато дошли сюда. Смотрите, какая красота стала. Здесь все разорвало, вот эти вот кусты. Вот эти. Дело в том, что они заросли не там, где надо. Здесь-то у меня пионы посередине, видите? Они прямо их зацепили. Ну, пришлось немного разорвать. Прополоть, разорвать. Но я их не выбросила, конечно. Красотулечки, смотрите-ка. Плохо цветут в этом году. Очень. Ну, вот здесь сделала порядок. И тут, и там. И здесь, и везде. По кругу. Так. А травку ту я вон туда, под кусты, выложила. Пусть лежат. Оно полежит там, приживется. Вот. Птичка меня достала. Вот она все время возле меня, чуть ли не на голове у меня. Вот она. Ну, привет. Опять смотришь. Летит, лезет ко мне. Чуть ли не в руки, не на руки. Я резала здесь кусты. Она на каждой веточке тут мне помогала. Все время. Прямо в руки лезет. Что это за птица такая? Чего она ко мне привязалась? Не знаю. Но я так полагаю, это не первый раз. Уже было такое. Но здесь я убрала все. Травку, пырей в основном весь выдрала. Здесь еще выкапывать цветы надо. Вот и гладиолусы, и вот и беленькие. Тоже надо будет выкопать. Здесь целый ряд, их много. Просто прополола и все.
Эти не стала вырывать. Пусть пятно такое желтое останется. Вот. А так пырей весь выдрала здесь. Ну, еще целый ряд, ведь надо обстригать здесь. Вот она меня пугает прямо. Ну, и что ты на меня смотришь? Ну, посмотрите-ка, вот. Сядет и смотрит одним глазом на меня. Ну и... Чего ты смотришь? Чего ты хочешь? Пшено я тебе давала. Ты не ешь. Ну, не ешь пшено. Да. Боится. Там какая-то птичка прилетела, она ее боится. Угу. Почему она тут летает, я думаю, потому что все кусты здесь обрезала. И всякие мошки, блошки ползают тут. Скорее всего, она их собирает и кушает. Но зато не хочет собирать никаких этих круп. Другие боятся птицы. Вот они там в конце пасутся тоже. Но они боятся, а этот на голову готова залезть. А обнаглела, лела уже совсем. О, о, о. Забор у нее этого витрина в магазине. Станет и стоит. Или летит прямо на меня. По голове, я тут в кустах сидела, по голове мне зацепила, полетела к этим цветочкам, эти цветочки там шурудила все, проверила, все проверила. Я вот тоже все проверила, ободрала все, что можно было. Конечно, здесь драть и драть. Пырей растет очень быстро здесь. Не знаю почему. Ну вот выдрала. Сколько выдрала, столько выдрала. Здесь тоже порядок навела полностью. Вот. Только как показать, не знаю. Тоже пограбила, почистила. Вот это перекапывать надо. Но, увы, увы. И полоть надо здесь, конечно. Чуть не убилась. Но зато здесь у меня уже порядок. Все, больше я сюда не дотрагиваюсь до весны. Вот. Мне, конечно, надо было бы вот здесь разобраться с цветами. Ну прям вот летит на меня, а? Бестолочь какая. Вот здесь еще много цветов, видите? Мальва. Мальва, посмотрите-ка. Вот она цвела розочкой такой. Ну разве это мальва? 3 кусточка. Не знаю, когда она. Это вот 2-й год она. Ничего нету. Ну, здесь пока не выдирала, но пора бы выдрать все. Уже. Можно было бы, конечно, повыдергивать. Потому что здесь больше уже так, в принципе, ничего и нету. Там щавель, там розочка. Тут розочка гибнет. Но пока все растет. Мороз пока не стукнул. Растет. Что там? Не знаю, за что взяться сейчас. И здесь надо было бы тоже почистить. Но здесь получается почистить так, что это все уже убрать. Потому что георгин один вон. Видите? И там еще 3 георгина. Здесь георгины тоже. А яблоки этот раз я ничего не убираю. Сейчас соберу только такие более-менее, которые можно забрать домой. И все. Там вон море их. Там их море. Но навряд ли убирать буду. Не знаю, может пограблю. Не знаю. Не успеваю уже. Время летит. Мне осталось только собрать яблоки. Здесь тоже надо убирать. Вот здесь резать надо все. Не знаю. Уже не сегодня, конечно. Георгины выкапывать.
Даже не знаю, когда. Все. Все. Что-то надо еще придумать. Или ничего же не придумать. Я всегда что-то придумываю. Чего, сама не знаю. Ищу проблемы на свой зад. Так и здесь. Мешки вот эти вот надо освободить. Тоже некогда. Все на потом оставляется. И не подрезаны у меня вот эти кусты. И не подрезано вон там виноград. Вот сколько еще. И, естественно, столбы не крашеные остались еще. Вот столько вот основной работы. Вот. Такой небольшой, но работа есть. Мороз был. Видите? Георгинчик тик-тик ёкнулся. Георгин ёкнулся. Мороз был. И этим цветам досталось. Их увозить надо. Ты мой хороший. Ты моя сладкая. Больше моей руки. Куда там? О, моя рука, во. Хорошая. Отцветает. Там я обстригла один кустик. Эти тоже надо не только обстригать, а выстригать. Вон там что, внизу. Вот эти вообще ветки убрать. О, а теперь кто уже мне тут прилетел? Прилетели, покакали мне прямо тут. Под кустом. Птички, птички. Это та же птичка. Вот она и сидит. Ей пофиг веники, она ничего не боится. Носится, как угорелая. Здесь 3 георгина. Вот 1, 2 и 3 не выкопанный. Так, пошла я выкопаю последний георгин. Маленький. И посажу полынь. А то забуду. Полынь посадила под забор. И еще 2 кустика лилейника. Не знаю, какие будут. Ну, по-моему, у меня таких нету. Желтые, кажется. Птичка помогала мне сажать. А птичка это Зарянка, оказывается. Она из семейства мухоловных. Поэтому она никаких круп моих не хочет есть. Она ищет мошек. Она ищет мошек и не боится людей. Помощница моя. Всем пока-пока. До новых встреч. Дача пустеет, но еще пока цветы цветут. Всем пока-пока.